Дед Митрофан жил в глухой деревне, окруженной бескрайними полями и густыми лесами. Он был совсем один, потому что его жена, его единственная спутница, погибла от старости несколько лет назад. Ему самому уже перевалило за 75 лет, и каждый новый день превращался в ощущение пустоты и одиночества. Однажды, когда дед Митрофан шел на свой обычный прогулочный маршрут в лес, он услышал плачущий волчонок. Он последовательно следовал за звуками и обнаружил волка, попавшего в капкан. Его глаза были испуганными, а шерсть покрыта грязью и травой. Мягкосердечный дед Митрофан не мог оставить животное в таком состоянии, поэтому он сразу же принялся освобождать волчонка. С течением времени дед Митрофан приволок волка домой и начал откормить его. Волчонок был таким маленьким и беззащитным, что старик не смог устоять перед его милым взглядом. Он решил оставить себе этого волка, чтобы не было так скучно одному. Дед Митрофан назвал его Штормом, потому что он внушал страх и восхищение своей силой и энергией. Каждый день старик отпускал Шторма погулять по окрестностям деревни, и каждый раз волк надежно возвращался домой. Они проводили вместе долгие часы, гуляя по полям и лесам, и внутренняя пустота исчезала у деда Митрофана. Шторм стал его верным спутником, и именно с ним дед Митрофан чувствовался настоящим хозяином своей жизни. Однажды мужчина открыл дверь своего дома и увидел, что Шторм нес в пасти маленького щенка. Он был исхудалый, обездоленный и истощенный. Оказалось, что волк спас щенка, которого жестокие люди выкинули, чтобы он умер. Теперь дед Митрофан живет втроем: волк, старик и пес. Три одиночных существа нашли друг друга и создали свою небольшую семью. Дед Митрофан больше не чувствует себя одиноким и заброшенным, потому что у него есть Шторм и пес, которые дарят ему любовь и заботу. Они проводят дни, играя и бегая по полям, создавая вокруг себя неповторимую атмосферу добра и счастья. Таким образом, преданность и дружба Шторма и песа позволили деду Митрофану снова почувствовать себя значимым и нужным. Он понял, что даже в глухой деревне, где все кажется пустым и безжизненным, можно найти свое счастье и любовь, если открыть свое сердце для других. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.